Иногда невзрачные и внешне щуплые бойцы совершали подвиги, достойные Давида и Голиафа. Таким был и Григорий Жидовский, 40-летний мужчина, вдобавок носивший очки. Служил он в штабе корпуса переводчиком и на все просьбы отпустить на передовую линию получал постоянные отказы. Командир корпуса, генерал-майор Карманов, берег своего внештатного переводчика, понимая, что бойцов много, а тех, кто знает немецкий язык, единицы. Но красноармеец не оставлял попыток вырваться на передовую, периодически упрашивая генерала Карманова все-таки сжалиться и удовлетворить его просьбу. Именно с ней Жидовский зашел в штабной блиндаж 29 августа 1941 года. В этот день отступавшие войска 22-й армии, переправившись через реку Торопа, организовывали новый рубеж обороны, а гитлеровская авиация пыталась этому помешать постоянными бомбежками моста, по которому отступали советские части. Излюбленная схема пилотов пикирующих бомбардировщиков Ju-87R была такой. Самолеты образовывали в воздухе кольцо, а затем по очереди переходили в пике. При этом самолеты жутко завывали своими сиренами, расположенными на обтекателях шасси. Правда, бомбили они недостаточно точно, и в мостик никак попасть не могли. А при выходе из пике немецкие бомбардировщики пролетали над штабом 62-го стрелкового корпуса, изредка пулеметным огнем заставляя бойцов прятаться на дне окопов. В один из таких моментов Жидовский, получив отказ, и вышел из штабного блиндажа. Выстрелив вслед первому самолету из винтовки, боец решил, что гранатой было бы лучше. И тогда, отцепив от своей винтовки ремень, он привязал к нему гранату и, раскрутив самодельную пращу, швырнул ее в сторону следующего самолета, выходившего из пике. Ремень намотался на винт, и граната сдетонировала, оторвав винту одну из 3 лопастей. Из-за того, что винт стал разбалансированным, его вращение быстро привело к тому, что самолет попросту развалился на части из-за резонансных колебаний. Интересно, что пилотом подбитого Ju-87R был командир 2-й авиагруппы 1-й эскадры пикирующих бомбардировщиков Гауптман Антон Кайль, один из самых опытных пилотов Люфтваффе, кавалер рыцарского креста. На его счету в составе звена или группы выведенный из строя корабль ПВО Фойлебенк, буксир Силвердайл, транспорт Палборо, эсминец Бразен, и повреждено еще около 8 судов других типов. Кайля считали заговоренным, он ни разу не был ни обстрелян, ни сбит. Фортуна к нему была милостива до тех пор, пока не появился боец-очкарик Жидовский. К сожалению, и командир корпуса, генерал Иван Петрович Карманов, и красноармеец Григорий Осипович Жидовский пропали без вести в октябре 41-го.